Приветствую всех! Сегодня продолжаем погружаться в мир тригонометрии, и сегодня мы будем учиться угол произвольной величины уменьшать, то есть уменьшать градусную меру угла. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, что поворот начального радиуса может быть совершен как в положительном направлении, так и в отрицательном. А еще сказали, что повороты могут быть разной величины, как больше 360 градусов, так и меньше. Тогда можно сказать, что для любого действительного числа альфа существует единственный угол, градусная мера которого равна альфа. И что это за угол? Этот угол отложен от начального радиуса. В положительном направлении мы будем его откладывать. Напомню, что это движение, да, против часовой стрелки. Если угол альфа больше нуля, это у нас положительное направление. Если угол альфа меньше нуля, отрицательное направление. И если угол альфа равен нулю, это нулевой угол. Любой угол поворота альфа можно записать в виде. И сегодня мы будем этот вид разбирать. Это 360 градусов умножить на n и плюс альфа нулевое. Давайте разберемся, что же это у нас за формула такая. Значит, альфа, естественно, да, это у нас сам угол, который нам дан. То есть тот угол, который мы получили. n – это количество полных оборотов, которые помещаются в наш данный угол. Обязательно целое число, да? n у нас принадлежит множеству целых чисел, и это количество поворотов. Количество поворотов. И обязательно полученное альфа нулевое. Что такое альфа нулевое? Альфа нулевое – это то количество градусов, которые у нас не помещаются вот в этой вот 360. То есть это остаток. И вот этот альфа нулевой у нас обязательно должен быть в интервале от 0 до 360. Ну, логично, если бы он был либо 0, либо 360, то мы бы получили целое количество поворотов, если альфа нулевой у нас равняется нулю. Да. И тогда получается, что повороты на альфа, допустим, вот так вот у нас будет поворот на альфа, и на альфа нулевое переводят начальный радиус в одну и ту же точку. И так как эти углы отличаются один от другого лишь на целое число оборотов. Давайте рассмотрим пример. Допустим, у нас есть угол 6139 градусов. Понятно, что это очень большой угол, и нам нужно уменьшить градусную меру угла. Как это сделать? Для этого нам нужно посмотреть, какое количество оборотов помещается в этот угол. Что мы можем сделать? Мы можем высчитать это количество полных оборотов, то есть 6139, то число, которое у нас представлено градусами, мы можем разделить на 360. Давайте разделим. Значит, у нас помещается по одному мы можем взять 360. Это будет 3. 15, 11 минус 6 будет 5, и 2, 253, и сносим девятку. И видно, что помещается еще семерка. 7 на 6, 42, 25. То есть в остатке у нас остается 19. Значит, в число
6139 помещается 17 раз по 360, и в остатке остается 19. То есть мы получаем, что 6139 градусов – это полных поворотов 360 будет 17 штук и плюс еще 19 градусов. То есть, чтобы нам построить угол 6139, нам нужно совершить 17 полных оборотов, и мы придем в точку 19 градусов. То есть мы придем вот в эту точку, независимо от того, какое целое количество поворотов мы совершили. Давайте предположим, что у нас есть другой угол. Угол отрицательный. И пускай этот угол будет минус 2077 градусов. То же самое необходимо сделать, чтобы представить вот в этом виде угол, да, чтобы уменьшить градусную меру угла, нам нужно сделать то же самое. То есть мы должны взять число 2077, разделить на 360 и посмотреть, какое целое количество делителя, делимого 360, помещается у нас в делителе 2077. Ну, здесь у нас получается одно число, это получается пятерка, 0, 30, 18 и 277. То есть в число 2077 помещается 5 раз по 360 и еще дополнительно 277. Тогда в угол минус 2077 помещается 5 раз по минус 360 градусов, да, мы будем поворачивать в отрицательном направлении, и еще нам нужно будет доповернуть на 277 градусов. Можно попробовать по-другому, то есть взять не по 5, да, оборотов, а, допустим, взять по 6 оборотов, допустим, минус 6 оборотов, и у нас тогда получается минус 2077 градусов, 360 нам нужно домножить на 6, 12, у нас получается 2160, это идет с избытком, значит мы берем 360, минус 360 умножаем на 6 оборотов и плюс 83 градуса. То есть мы повернем на 6 поворотов и вернемся на 83 градуса. То есть угол 2077 можно получить как результат двух поворотов. Первый поворот. Давайте попробуем. Первый поворот у нас выходит в отрицательном направлении, 5 поворотов и еще на 277 градусов. Я не буду 5 поворотов показывать, но получается, что у нас сюда идет 90, 180, 270 и 277. То есть вот данный угол, который у нас получается. Это будет минус 277 градусов. Или 6 поворотов на 360. Вот здесь вот у нас будет 6-й поворот. И еще плюс 83 градуса. И мы попадаем в ту же самую точку. 83 градуса. То есть отрицательный угол мы можем получить двумя способами. Давайте подведем итог. Надеюсь, сегодня мы научились уменьшать градусную меру угла. Это очень важно. Напоминаю, что для этого необходимо число градусов угла разделить на 360 с остатком. И остаток, который получится, это и будет нашим углом поворота.
На сегодня все. Для закрепления данного материала не забудьте выполнить самостоятельно предложенные упражнения в описании к данному видео. В следующий раз мы познакомимся с понятием радианная мера угла, почему окружность называют единичной. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить продолжение. Поставьте напоминание, делитесь с друзьями и знакомыми. И также буду благодарна за лайк. Удачи в ваших начинаниях, и тригонометрия будет вашим другом. Благодарю за просмотр и до скорой встречи.